В мире 4200 религий. Большинство людей наследуют одну по рождению. Я решил не наследовать, а проверить. Но проверить все невозможно. Поэтому я пропустил их через фильтр. 3 вопроса. Это карта моего пути. И первый фильтр – есть ли вообще Бог? Посмотрите, это 3000 случайных букв. Если я просто брошу их на стол, получится война и мир? Конечно, нет. Но кто-то всерьез считает, что именно так появилась Вселенная. Когда я понял, что на Земле тысячи религий и философий, я задал себе самый очевидный, но самый сложный вопрос. А Бог вообще существует? Ведь если его нет, тогда все религии – это просто человеческие истории. Но если он есть, должен быть и способ понять, что он хотел сказать человеку. Я начал с простого. Стал смотреть на мир. На то, что мы обычно не замечаем. На облака, симметрию листьев, биение сердца. Почему у человека уши по бокам, а не сверху, как у кота? Почему мы не чувствуем, что летим по космосу со скоростью 30 километров в секунду? Быстрее пули. Почему радуга всегда из 7 цветов, а не 1 или 3? Мы задаем эти вопросы в детстве, а потом почему-то перестаем. Но мир не перестал быть странным, и мир не перестал быть точным. Все вокруг работает по законам, а где есть закон, должен быть законодатель. Вот, например, если бы я сказал, что на Земле есть существо с 9 мозгами и 3 сердцами, вы бы поверили? Звучит как фантастика. Но оно живет в океане. Смотрите, у него 3 сердца, 9 мозгов, 1 главный и 8 в руках. Каждая рука думает сама по себе, ощущает, запоминает, принимает решения, и при этом они никогда не путаются. Он живет как маленькая вселенная, где каждый орган знает свое место. Догадались? Осьминог. Да, кто-то скажет, просто миллионы лет случайных ошибок, и вот тебе инженер-моллюск. Но случайность не умеет быть такой точной. Так я понял, что случайность не объясняет даже одного осьминога, не говоря уже о человеке. А что вы скажете о целой Вселенной? Задумывались ли вы когда-нибудь, откуда вообще взялось слово «Вселенная»? Мы произносим его каждый день, но редко спрашиваем себя, что оно означает на самом деле. Пока вы думаете над этим, посмотрите на мир вокруг. Физика говорит, все подчинено закону причины и следствия. Каждое действие имеет деятеля. Но что это значит? Если я вижу след на песке, я знаю, здесь прошел человек. Если я вижу написанное слово, кто-то его написал. Почему же тогда, глядя на гигантскую систему, где миллиарды законов работают синхронно, мы говорим, это просто случайность? Даже ученые, далекие от религии, признают, Вселенная тонко настроена. Измени одну константу, и не будет ни планет, ни жизни, ни нас. Так что же означает слово «Вселенная»? В арабском языке оно происходит от корня, который означает «знак». Намек, что мир не просто существует, он указывает. Я преподаю логику. И когда люди узнают об этом, часто улыбаются. Логика и религия? Серьезно? Но давайте посмотрим, кто действительно логичен. Если посчитать математически, по теории вероятности, всего 2 варианта. Первое, у Вселенной есть Создатель. Второе, все произошло случайно. Результат выглядит так. Есть Создатель 99,999999999999999 и так далее процента. Случайно 0,000000000000001%. Но это лишь для примера. Роджер Пенроуз, Нобелевский лауреат по физике, вычислил вероятность случайного появления Вселенной как 0,6 нулей и еще 10 в 123 степени нулей 1%. Проще говоря, это число даже невозможно записать. Даже если бы мы исписали нулями каждый миллиметр Вселенной, все равно не хватило бы места, чтобы закончить запись. Проще сказать, случайная Вселенная невозможно. Чтобы понять это нагляднее, давайте небольшой эксперимент.
Вот вы видите меня. Вы меня не знаете, верно? Но если я спрошу, как вы думаете, что у меня в кармане? И дам 3 варианта. iPhone, камень, который я зачем-то ношу уже 3-й день, маленький живой жираф. Что вы выберете? Только честно. Если распределить вероятности, iPhone около 90%, камень около 10%, маленький живой жираф 0,6 нулей и 1%. Вы что, никогда не видели маленького живого жирафа? Ну, представим, что физики изобрели уменьшитель, который действительно работает для живого жирафа. И он остается жив. Потом создают переводчик, жираф-человек, и жираф соглашается жить у меня в кармане и платить аренду листьями. Вероятность такого сценария 0,6 нулей и 1%. Но даже этот жираф, который платит аренду и разговаривает со мной, в триллионы раз вероятнее, чем случайное появление Вселенной. В логике и теории вероятности действует простой принцип. Предпочтение отдают более вероятному. Это рациональный выбор. Обычная логика, которую мы используем каждый день. Это как если прогноз погоды показывает 99% жары, ты не берешь с собой санки, на всякий случай. Так почему же, когда речь идет о происхождении мира, многие забывают про ту же самую логику? Если человек выбирает менее вероятное, вопреки фактам и разуму, это уже не наука, а вера. Значит, если шанс возникновения случайной вселенной меньше, чем найти в кармане жирафа, который платит аренду и разговаривает со мной, вывод очевиден. Но почему не 100%? Теория вероятности говорит, что существование Бога это 99,999999999 и столько девяток, что Вселенная закончится раньше, чем они. Но кто-то все равно говорит, что этого, видите ли, ему недостаточно для того, чтобы он уверовал в Бога. Ему не хватает этих 0,00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 0
самый точный ДНК-тест на отцовство дает не 100%, а 99,3%. Но в реальном мире этого достаточно, чтобы принять решение. Так почему же этого недостаточно, когда речь идет о Творце? Мы можем вычислить массу звезды, увидеть атом, поймать гравитационные волны. Но почему в этом мире мы не можем увидеть Бога? Потому что Бог – это не часть Вселенной. А наука работает с тем, что можно измерить, потрогать. Но Бога нельзя рассмотреть ни микроскопом, ни телескопом. Он не тело, не энергия, не объект исследования. Он создал пространство, время и правила, по которым работает наука. И пытаться найти его в пределах этих правил, как искать автора книги внутри самих букв. Именно поэтому в этом мире вероятность никогда не станет 100%. Потому что Творца нельзя изучать инструментами, созданными для творений. Бог вне системы измерений. Наука не способна дать абсолютные доказательства. Но логика дает 100% вывод. Поэтому случайная вселенная не наука, а вера в невероятное. То, что мы видим, не хаос, а система. А система предполагает разум, который ее установил. Так что же в моем кармане? Я же говорил, что меня никто не заметит. Логичнее, чем случайное появление Вселенной. Но дело не только в материи. Почему человек ищет смысл, если его жизнь всего лишь химия и атомы? Почему он способен жертвовать собой ради других? Почему нам больно от несправедливости, даже если она не касается нас? Откуда в нас чувство добра и зла, если во Вселенной нет автора морали? Сознание, совесть, законы – это не побочный эффект материи. Это сигналы системы, созданной всезнающим. И отрицать его значит верить в абсурд, в который даже случайность не верит. Так завершился первый этап моего поиска. Я больше не мог сказать, что все это случайность. Я пришел к первому выводу.
Бог существует. А значит, следующий вопрос – кто Он? Иногда мы сидим рядом с детьми, и между нами тишина. Не потому что не любим, а потому что не знаем, о чем говорить. Я ловил себя на одном и том же. Как дела? Нормально. И все. Поэтому наша команда сделала простую вещь, которая реально изменила наши вечера. 100 вопросов для детей. Это вопросы, после которых ребенок начинает говорить о мыслях, страхах, мечтах. Есть общая версия и версия для мусульманских семей. Одна страница, один вопрос. Дома, в дороге, перед сном стоит 4,99. А вечера, которые вы получаете, бесценны. Ссылка в описании. Если Бог есть, почему люди видят его так по-разному? От фараонов Египта до философов 21 века. Человек назвал Бога сотнями имен, но вопрос остается тем же. Кто Он на самом деле? Мне часто говорили, все религии об одном и том же. Но стоило задать всего один вопрос. Кто такой Бог? Как стало ясно, разница не только в ритуалах, разница в самих богах. Мы спорим не о традициях, мы говорим о разных существах, которым люди приписывали слово «Бог». Вы думаете, что знаете религии, но сейчас вы поймете, что вы не знаете ничего. Сейчас я покажу вам 5 крупнейших религий мира, но я не скажу, где какая. Вы попробуйте угадать сами. В первой религии мира существует более 330 миллионов богов. Да, миллионов. Здесь почти у каждого человека может быть личный бог. А сами боги могут умирать и рождаться снова. Например, есть храм, где живут 25 тысяч крыс. Их считают перерожденными душами святых. Здесь почитают женщину, которую считают воплощением богини. После ее смерти храм заполнили крысы. И если крыса пробежала по человеку, это считается удачей. Там есть карма, йога, реинкарнация, вегетарианство, и нет вечного рая и вечного ада. Как думаешь, о какой религии речь? Индуизм – 1,1 миллиарда последователей. Вторая религия – полная противоположность первой. Здесь нет богов, которым нужно поклоняться. Нет молитв, нет прошений, нет обращения к Создателю. Потому что Создателя тут просто нет. Основатель этой религии учил, что корень человеческих страданий – сама жизнь. Что существование – это бесконечный цикл рождения, боли и смерти. И единственный выход – разорвать этот круг. Здесь цель не познать Бога. Здесь цель – исчезнуть. Выйти из колеса перерождений, раствориться в состоянии нирваны, где нет личности, нет «я», нет даже самого факта бытия. И здесь тоже есть карма, йога, реинкарнация, и нет вечного рая и вечного ада. Как думаешь, о какой религии речь? Буддизм, 500 миллионов последователей. В третьей религии один бог, но к нему нельзя просто прийти. Эта религия не зовет других. Она не миссионерская, она не стремится расширяться. Ее последователей всего около 15 миллионов на фоне миллиардов других традиций. Здесь считается, что Бог заключил особый договор не со всем человечеством, а с одним конкретным народом. И дал закон не всем, а только им. Ты можешь верить в этого Бога, можешь уважать его, но если ты не из этого народа, ты не часть договора. Даже если твой отец из этого народа, но мать нет, по их закону ты все равно чужой. Войти можно только если ты станешь частью народа, а не просто поверишь. Иудаизм – 15 миллионов последователей. В четвертой религии, как они говорят, один бог, но уже в 3 лицах. В отличие от первой традиции, где мы видели женщину, которую считают воплощением богини, здесь мужчина, которого считают воплощением Бога. Они считают, что он одновременно человек и Бог, и сын Бога. Они утверждают, что сам Творец вошел в мир в человеческом теле, родился, жил, умер и затем воскрес. Христианство – 2,3 миллиарда последователей. Мы прошли 4 религии, пытаясь понять, кто такой Бог. Но что если мы начали не с того вопроса? Давайте спросим иначе. Что не может быть Богом? Например, стакан может быть Богом, если он разобьется. Хорошо. А я, вы, мы стареем, болеем, ошибаемся. Это похоже на Бога? А как насчет Земли? Она трескается, дрожит, сгорает. Вселенная. Она расширяется, меняется и
однажды исчезнет. И вот здесь возникает напряжение. Если все перечисленное не Бог, тогда кто он? Именно в этом месте пятая религия поразительно четко отвечает сразу на два вопроса. И кто такой Бог, и чем он быть не может? Итак, в пятой религии Бог один, без сыновей, без посредников, без подобий. Он не человек и не часть мира. Он выше времени и пространства, ни энергия, ни идол, ни дух, переселяющийся из тела в тело, и не сама Вселенная. Он не зависит от законов Вселенной. Законы Вселенной зависят от Него. Бог единственный, без формы, без образа, без частей, не рожденный, не родивший и не умирающий, не зависящий от материи, которую сам же создал, не принадлежащий одному народу, одной культуре, одной эпохе. Он Господь всех миров, Творец всего сущего. Он творит все, что пожелает. И в отличие от других традиций, тебе нужно не только поверить, тебе нужно понять. Потому что ничто в этом мире не принадлежит тебе. Все, что в небесах, все, что под землей, все, что в тебе, принадлежит Ему. Ты думаешь, что что-то контролируешь? Забавно. Весь мир, в котором ты живешь, не твоя территория. Это его пространство, его время, его законы. Ты просто гость, который думает, будто владеет комнатой только потому, что его впустили. Все, что на небесах и на земле, принадлежит ему. И не только потому, что так написано в священных писаниях, а потому что невозможно иначе. Вся Вселенная поклоняется Ему. Каждая звезда, каждая частица, каждый атом, даже твоя тень. Она падает перед Ним еще до того, как падет перед тобой. Ты можешь спорить, можешь отрицать, можешь злиться, но ты делаешь все это в мире, который подчиняется Ему, а не тебе. У Него нет соперника, нет равного, нет того, кто мог бы сказать Ему «нет». Потому что само слово «нет» существует только по Его разрешению. Если Он желает, это уже произошло. Если Он не пожелает, этого не будет никогда. Он говорит «будь», и ты существуешь. Он скажет «не будь», и ты исчезнешь раньше, чем поймешь смысл сказанного. Ты всего лишь песчинка. И все же, при всем его величии, при всей громадности мироздания, он не забыл о тебе. Ты не случайность, не ошибка, не пыль, песчинка в руках того, кто никогда не ошибается, о которой заботится сам Творец миров. Каждый твой вдох – это разрешение жить. Каждая ночь, которую ты пережил – это охрана. Каждую мысль, которую ты смог подумать – это дар. Он управляет триллионами звезд, но знает твой голос, твои мысли, твое дыхание, каждый лист, который падает по его разрешению. И каждая твоя слеза, и каждый твой смех тоже. Его забота бывает тихой. Иногда она звучит в виде стука твоего сердца. И если ты ошибаешься, он знает, но не перестает давать тебе свет. Он не нуждается в тебе, но удерживает тебя, когда ты падаешь. Да, ты гость в его мире, но это мир хозяина, который заботится о своих гостях больше, чем они способны заботиться о себе. И самое удивительное, что мы способны об этом забывать. Вау! Когда я увидел это описание, я понял, это логика Творца, а не логика человека. Так завершился второй этап моего поиска. Первый фильтр дал мне ответ – Бог существует. Второй показал, Он единственный, несравнимый, не похожий ни на что. И именно это представление совпало точно, без противоречий, только в одной религии. Скорее всего, вы уже догадались, о чем речь. Но меня удивило не название, меня поразило объяснение. А значит, логично задать последний вопрос. Если Бог создал человека, разве Он не сказал ему «зачем»? Раньше я думал так, как думают многие. В мире так много религий,
значит все они просто разные дороги к одному Богу. Какая разница, по какой идти? Звучит терпимо и удобно, но удобство еще не критерий истины. Что если некоторые дороги ведут совсем в другую сторону? Мне казалось, что иудаизм, христианство, ислам – это вообще разные истории, разные боги, разные идеи, разные начала. Но именно здесь я нашел объяснение, которого никогда раньше не встречал. Оно объясняет все иначе. Бог всегда был один, и вера всегда была одна. Не было разных богов. Была одна вера, передаваемая через разных людей. С самого начала первый человек, Адам, и он же первый пророк, он мусульманин. И тут закономерный вопрос. Как он может быть мусульманином, если ислама тогда еще не было? Ведь это самая молодая религия. А что если мы неправильно понимаем слово «мусульманин»? В этом объяснении «мусульманин» означает «покорившийся Богу». Ни по паспорту, ни по культуре, ни по эпохе. По сути, мусульманин – это не название религии во времени, это описание состояния по отношению к своему Создателю. Вот посмотрите, как это называется. По-русски – черный, по-английски – black, по-турецки – сиях, по-арабски – aswad. Скажите, цвет меняется от того, на каком языке вы его назовете. Слова разные, языки разные, звучит по-разному, а смысл один и тот же. Вот эта вот штука, этот цвет черный. Так вот здесь то же самое. По-русски мусульманин, по-английски муслим, по-турецки муслюман, по-арабски муслим, а по смыслу покорившийся Богу. Адам, конечно, не произносил слово «мусульманин». Мы даже не знаем, на каком языке он говорил. Но это не меняет сути, потому что важен не звук слова, а его смысл. Как бы это ни звучало на разных языках, в разные эпохи, суть остается неизменной. Потому что для Бога важно не название, а состояние сердца. А что если я скажу вам, что мусульманин обязан верить в Иисуса? Это объяснение утверждает, что все пророки от одного Бога. Все они одна цепочка. Ной, Авраам, Моисей, Иисус и многие другие, о которых мы даже не знаем, не основатели разных религий, а посланники одного источника. И меня поразило вот что. Если человек называет себя мусульманином, он обязан верить в Моисея, как пророка, обязан верить в Иисуса, как пророка, покорившийся Богу, обязан признавать всех пророков. Если он отвергает хотя бы одного, он уже не мусульманин. Но если все пророки от одного Бога, почему тогда в мире так много религий? И здесь впервые все сошлось. Каждый раз, когда Бог послал пророка, часть людей принимала его, часть отказывалась. Кто отказывался верить, оставался на предыдущем законе, который уже был отменен. Кто принимал, тот шел дальше. И так со временем одна вера превращалась в разные традиции. Не потому что Бог менялся, а потому что менялись люди. А что если разные имена Бога – это не разные боги, а разные языки? На древнееврейском Бог – Элоах, на арамейском – Элах, на арабском – Аллах. На этих языках говорили Моисей, Иисус и пророк Мухаммад. Мир им всем. Окей, а теперь вопрос. Это правда случайно? Здесь проясняется важная вещь. Эта система не утверждает, что это новая религия. Она утверждает, что это продолжение той же самой веры. Но тогда возникает следующий вопрос. Если Бог постоянно посылал пророков, то почему сейчас их нет? Здесь дается прямой ответ. Последний пророк Мухаммад, мир ему и благословение, посланник для всего человечества.
а не для одного народа или эпохи. И вместе с ним последнее писание, актуальное до судного дня. И в этот момент для меня все стало ясно. Первый фильтр. Бог существует. Второй. Он не похож ни на что. И третий. Он не оставил человека без ответа. Он послал пророков. Он послал законы. И в конце завершил эту цепочку. Именно это объяснение оказалось самым цельным. Не эмоциональным. Не удобным, а логичным. И именно поэтому я принял ислам. 2 миллиарда последователей.